В регионе газовых гигантов нашей Солнечной системы скрыт загадочный и таинственный мир, окутанный плотными слоями тумана, густых облаков и паров. Это Титан, один из самых больших спутников Сатурна, который по размерам превосходит Меркурий и вращается вокруг кольцеобразного гиганта, создавая уникальный и чрезвычайно интересный объект для научных исследований. Этот спутник уже десятилетиями привлекает внимание ученых и исследователей со всего мира, поскольку под всеми этими насыщенными облаками скрыты невероятные и удивительные ландшафты, которые до сих пор остаются почти полностью неизученными. Здесь обнаружены огромные морские просторы, многочисленные озера и реки, протекающие по его замороженной поверхности, а также сложные химические процессы, происходящие в его атмосфере и недрах. Что делает Титан по-настоящему уникальным и особенно интересным, это наличие жидкостей, движущихся и протекающих по его поверхности. Это единственное место в Солнечной системе, кроме Земли, где зафиксировано наличие жидкой среды, движущейся и меняющейся. Именно поэтому ученые задаются вопросом, могут ли моря и озера Титана содержать жизнь? И если да, то как она могла бы выглядеть, какие формы могла бы принимать в этом экстремальном и необычном мире? Какие условия могли бы обеспечить возникновение жизни? Титан – это не просто спутник, а целый загадочный мир со своей сложной химией, уникальной атмосферой и необычайными ландшафтами. Он поразительно отличается от других спутников и планет Солнечной системы. Несмотря на то, что за последние годы вблизи Титана пролетели и даже приземлялись несколько космических аппаратов, он все еще хранит множество тайн и загадок, которые ученым только предстоит разгадать. Одним из наиболее важных и интересных вопросов является происхождение его плотной атмосферы. Откуда взялась эта насыщенная газами оболочка, которая делает Титан таким уникальным по сравнению с другими спутниками? Какие процессы происходили в его недрах и в окружающей среде в далеком прошлом? Как образовались его огромные озера и моря? И самое важное, существует ли у этого спутника потенциал для возникновения и развития жизни? Долгое время предполагалось, что на Титане есть большие скопления жидкости. Еще в начале 1980-х годов, когда мимо него прошли аппараты Voyager 1 и Voyager 2, ученые зафиксировали признаки возможности наличия больших водоемов. Однако тогда эти предположения оставались гипотезами, поскольку возможности наблюдения были ограничены. Только после запуска космического аппарата Кассини в 2004 году и его орбитальных миссий над Титаном ученым удалось подтвердить наличие значительных водоемов и более подробно изучить их свойства. Что же именно содержится в этих водоемах? В отличие от наших океанов, состоящих из воды, озера и моря Титана состоят из жидкого метана и этана, двух очень легких и летучих углеводородных веществ. Эти вещества – это приоритетные элементы в химической инженерии и химии атмосферы, и их присутствие в жидком виде на поверхности Титана удивительно и необычно. Они образуют огромные, иногда очень глубокие водоемы, расположенные преимущественно в полярных регионах спутника, где температуры наиболее низкие. На изображениях радаров и спектроскопии ученым удалось увидеть, что размеры этих морских просторов могут достигать сотен километров, а их глубина превышает 200 метров, 656 футов в некоторых местах. Это вызывает множество вопросов. Как такие озера и моря образовались? Какие процессы привели к накоплению этих углеводородных веществ? Считается, что эти водоемы сформировались в результате сложных химических и физико-геологических процессов, связанных с разложением и разложением метана и азота, присутствующих в атмосфере Титана. В
В течение миллионов лет эти вещества конденсируются в облака, создавая дожди и осадки, которые заполняют низины, образуя озера и моря. На Земле именно живые организмы, в основном микробиологические сообщества, постоянно пополняют запасы метана и других газов в атмосферу. Метан – это побочный продукт метаболизма множества организмов. Он образуется из простых и широко распространенных источников – торфяных болот, рисовых полей, а также в кишечнике животных – коров, овец и других млекопитающих. В связи с этим возникает интересный и важный вопрос: может ли метан, обнаруженный на Титане, служить признаком существования жизни? Одним из гипотетических сценариев является возможность того, что на Титане существует жизнь, основанная на метане или других углеводородных соединениях. Однако стоит учитывать, что эта гипотеза кардинально отличается от земных условий. На Земле вся жизнь, будь то растения, животные или микроорганизмы, основана на воде как основном растворителе и среде для химических реакций. Здесь очень холодно, температура колеблется около минус 179 градусов Цельсия, минус 290 градусов Фаренгейта. В таких условиях большинство земных организмов просто не смогли бы выжить. Это делает Титан одним из самых суровых и экстремальных мест в Солнечной системе для существования живых форм. Однако, как показывает опыт, некоторые микроорганизмы на Земле способны выживать и даже активно существовать в условиях, которые ранее казались невозможными. Например, некоторые бактерии и архибактерии, известные как экстремофилы, способны потреблять и выживать в углеводородных средах, таких как жидкий метан и этан, те вещества, которыми заполнены озера Титана. Это означает, что гипотетическая жизнь на Титане могла бы быть приспособлена к экстремальным условиям, отличающимся от земных, и основывать свою биохимию на совершенно иных принципах. Ученые предполагают, что жизнь на этом спутнике могла бы базироваться на совершенно иной биохимии, чем земные организмы. Например, вместо воды в качестве растворителя потенциальные формы жизни могли бы использовать углеводороды, метан, этан или даже более сложные соединения, такие как ацетилен, идоцивулен или другие летучие углеводорганы. Это без сомнения потребовало бы кардинальных изменений в строении клеток и биологических структур. На Земле мембраны одноклеточных организмов состоят из липидов, жирных молекул, которые соединяются в мембраны. Эти липиды обладают свойствами, позволяющими им формировать барьер, потому что их части привлекают или отталкивают воду. В условиях, где воды нет, а температура очень низкая, липидные мембраны не смогли бы функционировать. Однако есть и альтернативные молекулы, которые могли бы выполнять аналогичные функции. Например, акрилонитрил или другие полимеры, которые могут образовывать структурные образования и оставаться стабильными в холодных газах и жидкостях углеводородного типа. Поразительно, что ученым удалось обнаружить на Титане прямые свидетельства присутствия молекул акрилонитрила в атмосфере спутника, причем в таких количествах, что теоретически они могли бы поддерживать миллионы одноклеточных организмов. Это открытие открывает новые горизонты в поиске возможных форм жизни вне Земли. Если предположить, что микроорганизмы могут существовать в углеводородных озерах Титана, то они в теории могли бы стать основой для сложной и разветвленной экосистемы. Возможно, на этом спутнике существует большая форма жизни, которая питается микроорганизмами, а те, в свою очередь, питаются химическими соединениями, образующимися в результате химических реакций внутри и вне этих водоемов. Такая гипотетическая экосистема могла бы иметь структуру,
аналогичную земным микробным сообществам, но основанную на химии, отличной от земной. Внутри этой системы могли бы существовать микроорганизмы, использующие энергию химических реакций, таких как окисление метана или этана, чтобы получать энергию и поддерживать свои метаболические процессы. Но все эти идеи пока лишь гипотезы. На сегодняшний день у нас очень ограниченное количество данных, и мы не можем с точностью определить, существует ли вообще какая-либо форма жизни на Титане. Единственный аппарат, который когда-либо совершил посадку на поверхности этого спутника, это зонд «Хюйгенс», запущенный в рамках программы «Кассини» и спроектированный специально для исследований Сатурна и его спутников. В 2005 году, после многолетних полетов и орбитальных миссий, «Хюйгенс» вошел в атмосферу Титана и стал первым аппаратом, успешно приземлившимся на спутнике за всю историю исследований дальнего космоса. Во время спуска он зафиксировал невероятное и потрясающее изображение поверхности, передал уникальные данные о ее составе и физических свойствах. После посадки «Хюйгенс» продолжал передавать научные данные примерно 90 минут. За это время ученые получили ценную информацию о поверхности, атмосфере и химическом составе этого загадочного мира. На изображениях можно увидеть, что поверхность Титана, скорее всего, представляет собой высохшую, относительно плоскую равнину, покрытую песками и, возможно, остатками древних текучих метановых потоков. Визуально эта равнина кажется достаточно однородной, без явных признаков жизни или биологических структур. В целом, это свидетельство о том, что поверхность Титан – это, по сути, засохшая, застывшая и замороженная область, где в настоящее время не обнаружено признаков биологической активности. Но, несмотря на это, идея о том, что в глубинах Титана могут скрываться необычные формы жизни, процветающие в его суровых условиях, остается очень привлекательной и захватывающей для ученых. Появляются гипотезы, что метан в его атмосфере – это результат процессов, происходящих внутри планетарных недр, а не следствие существования живых организмов. Когда Титан формировался миллиарды лет назад, он, скорее всего, был слишком горячим, чтобы летучие соединения, такие как метан и азот, могли оставаться на поверхности. Внутри него эти газы были заперты в недрах, и только со временем, когда внутреннее тепло начало уходить и охлаждать объект, эти вещества начали выходить наружу. В конце концов, тепло внутри Титана стало уходить, и газы начали просачиваться через трещины и разломы в его коре. Эти соединения, объединяясь, образовали сложную смесь газов, которая и составляет плотную атмосферу спутника сегодня, богатую метаном, этаном, азотами и другими летучими веществами. Это один из вариантов, объясняющих наличие таких больших количеств метана, и он не обязательно связан с наличием жизни. Если это так, и метан – результат процессов внутри Титана, то возникает важный вопрос: а действительно ли в этом мире есть признаки жизни? Насколько нам известно, большинство объектов в Солнечной системе, за исключением Земли, считаются стерильными и неспособными поддерживать жизнь. Однако последние исследования и измерения, проведенные космическим кораблем Кассини и аппаратом Хюйгенс, позволяют предположить, что под поверхностью Титана может находиться огромный океан жидкой воды, расположенный глубоко под ледяной корой. Этот гипотетический водный слой, по предположениям ученых, может иметь толщину десятков или даже сотен километров. Если такой океан действительно существует, то он может стать средой обитания для потенциальных форм жизни. Вода – это ключевой компонент для возникновения и развития жизни, какой мы ее знаем,
Она служит растворителем для химических реакций и обеспечивает необходимую среду для биологических процессов. Однако условия в этом подземном океане будут значительно отличаться от земных. Во-первых, он был бы чрезвычайно холодным, и температура в нем, скорее всего, держалась бы в диапазоне, близком к температуре окружающего пространства, то есть очень низкой. Во-вторых, содержание солей и растворенных веществ, которые могли бы находиться в подземных водах, могло бы значительно осложнить выживание потенциальных организмов, особенно если бы концентрация солей была очень высокой. Несмотря на все существующие знания и гипотезы, у науки еще очень много вопросов, которые требуют ответов. В данной области ведутся активные исследования, и будущие миссии, запланированные на ближайшие десятилетия, могут дать новые и более точные ответы. Одна из самых амбициозных и захватывающих – это миссия НАСА Dragonfly, которая запланирована на запуск в 2027 году. Этот проект представляет собой уникальный вертолет-робот, который должен будет отправиться на поверхность Титана и провести подробные исследования его химического состава и условий. В отличие от предыдущих миссий, Dragonfly способен будет перемещаться по различным регионам поверхности, включая дюны, кратеры и экваториальные области, и собирать образцы для анализа прямо на месте. Миссия основана на успешной разработке и эксплуатации вертолетов, таких как Ingenuity на Марсе, который за свою историю совершил более 50 полетов и доказал эффективность и надежность этой техники. Dragonfly станет первым летательным аппаратом, способным летать на другом теле за пределами Земли и осуществлять исследования в труднодоступных местах, что откроет новые горизонты в изучении Титана. Цели миссии очень амбициозны. Ученые хотят понять, есть ли в атмосфере и на поверхности Титана признаки химических реакций, сходных с биологическими, и возможна ли там жизнь. Они собираются исследовать наличие жидкой воды, химические соединения и потенциальные источники энергии для возможных форм жизни. По мере расширения границ нашего знания о дальних уголках Солнечной системы, Титан остается одним из самых загадочных и привлекательных объектов для дальнейших исследований. Его метановые озера и моря, скрытые под поверхностью океана и богатство химических веществ, делают его уникальным и неповторимым миром, в котором могут скрываться тайны, изменяющие наше понимание о возможности жизни за пределами Земли. В будущем с помощью новых технологий, научных открытий и межпланетных миссий мы, возможно, узнаем, есть ли там жизнь. И если да, то какие формы она принимает, может быть, совсем иные, чем те, что мы знаем на Земле. Возможно, мы обнаружим микробные сообщества, которые живут в условиях, ранее казавшихся невозможными, или даже более сложные организмы, способные существовать в углеводородных водоемах и в экстремальных климатических условиях. Эта идея не только научная гипотеза, но и важная часть нашего поиска смысла существования и места человека во Вселенной. Вопрос о наличии жизни на Титане – это не только вопрос о другом мире, а также о том, насколько мы готовы к новым открытиям и к пониманию того, что жизнь может принимать формы, которые мы еще даже не можем представить. Рассматривая все возможные сценарии, можно с уверенностью сказать, что Титан это не просто спутник, а целый лабораторный комплекс, открывающий перед нами новые горизонты в области астрохимии, астробиологии и планетных наук. Его уникальные химические условия, богатство веществ и потенциальные подземные водные слои делают его объектом, который обязательно будет оставаться в центре внимания ученых на многие годы вперед.
Планеты и спутники, подобные Титану, подталкивают нас к переоценке собственных представлений о том, что такое жизнь и где она может возникнуть. Возможно, в будущем мы узнаем, что жизнь Немари не ограничивается только Землей, и что она способна развиваться и в условиях, которые сейчас кажутся нам невозможными. Обеспеченное современными технологиями и научным прогрессом, человечество движется к тому, чтобы раскрыть все загадки этого удивительного мира. Время покажет, откроем ли мы когда-нибудь доказательства существования жизни на Титане или иных подобных объектах. Но уже сейчас ясно одно – это место, которое может кардинально изменить наше представление о Вселенной и о том, насколько она богата и многообразна. Я очень надеюсь, что эта статья смогла вдохновить вас на размышления о том, насколько удивителен и многообразен наш космос. В будущем, благодаря новым миссиям, открытиям и исследованиям, мы узнаем больше о Титане и, возможно, откроем новые формы жизни, существующие в условиях, которые сегодня кажутся нам фантастическими. Ждем новых открытий, которые расширим